Всех приветствую. Небольшой обзор печи краткий Коза АБС-ДР. В разобранном виде, насколько пока ей удалось разобрать. Сам искал информацию по печи, как устроена и так далее, но нигде не нашел. Вот при покупке решил поковырять, посмотреть, как устроено. В общем-то, с учетом того, что очень хорошая геометрия, очень хорошо все стыкуется, сварено, но сборка, скажем так, польская тоже, в общем, имеет недочеты. Это вот колосник, подвод воздуха. Это вот единственная заслонка, которым этим управляет. Вот с ней как раз проблемы. Она вот сюда вставлялась, на нее шел вот такой вот этот, который не очень достает, и в результате все проскальзывает и ничего никуда не крутит. Должна она работать подача воздуха вот таким вот образом, в зависимости от поворота рукоятки. Здесь внутри стоит, это не зольный ящик, это система подачи воздуха с не очень понятной конструкцией поддува, которая работает вот каким-то вот таким вот образом. Вот. То есть она вот тут внутри вставляется. И вот оттуда через зольный ящик идет воздух. Основной воздух идет вот здесь вот, есть вход в систему вторичного дожига, в камеры. Здесь вот сбоку идет по вот этим вот подача воздуха на чистое стекло. Ну и все, собственно. Бока здесь просто чисто конвекционные сделаны. Вон там видно, просто больше ничего нет. Это вот заглушки, которые в каких-то моделях меняются на керамику. Интересная вот здесь система. То есть в каких-то печах после полочки керамической стоит еще отбойник, чтобы удлинить прохождение газов. А в данной конкретной модели стоит совсем мелкий, такой вот непонятный. Отсюда газ идет, прямо не идет, но он как бы ни о чем. Возможно, имеет смысл его доработать. Собственно, все. Но буду потом еще дособираю. Буду по мере сборки показывать. Разбирается все достаточно просто. Все болты под шестигранник. Сразу после покупки такой печи стопудово вот здесь нужно весь этот аккумод вытащить, потому что под ним идет целлофан, чтобы он не бился, и его убрать, иначе он там пригорит. Снимается аккумод просто вот здесь вот в верхнем и в этом верхнем углу стоят такие кронштейны, которые держат, отвинчиваются, верхняя, вернее боковая вынимается, потом все по одной вытаскиваются, точно так же ставятся на место. Как-то вот так вот. Полка у нее снизу тоже зачем-то из какой-то 5-миллиметровой стали. Не очень понятно зачем. И главное, что совершенно непонятно, почему не по центру сделано отверстие ввода воздуха, хотя патрубок ввода находится прямо вверху, по центру. А в полу прорезано где-то там сбоку. Неясно. Вот эта система на магнитике. В общем, так все достаточно просто, аккуратно. Швы, швы как швы. Могло быть и лучше, но могло быть и хуже. Значит, заднее вот это вот закрывается все очень просто. Просто чугунная стоит на двух болтах и все. Заглушка. Если что, меняется вывод газов в спину. Значит, панельки вот эти вот боковые, они съемные на вот таких болтиках. То есть при желании можно снять, поменять, украсить, покрасить. Кому что. Единственное, что тут как-то они так в натяжках притягивают, как будто не зашло. Вот, кстати, воздуховод вперед идет, подача под стекло. Вот он из стояка этого. Там вот ничего интересного нет. Все, собственно. И внутренности. Здесь тоже подается воздух, и идет он вот отсюда по внутренней стенке. Двойная стенка. Да, насадили с пристрастием.
эту ручку поворотную, поэтому она люфтит и болтается. Ну, здесь, собственно, только вот одну шайбу вынуть, и как бы после этого должно все как бы высунуться нормально и хватить уже. Ну, конечно, вот так собирается это. Ну, удалил одну прокладку, немножко ручку плющил. Теперь как бы ничего нигде не прокладывает, не проскальзывает. Ну, тут пошла другая проблема. Теперь оказывается, что сам вот этот диск, вот он, легко проворачивается на этой оси. Вот, рукой не затянут, то есть надо регулировать.